Ох, большой. Оба-на, мурена. Ну, это не проблема. Улов у нас есть. Ник, все, привет, дорогой. Так, Гена поймал кальмара. Молодец. Да ты что? А, давай, ты молодец. Он еще двое поймал. Мама дорогая. Hola. ¿Cómo estás? Chuchi? Ah, qué guapo. Qué guapo. Ay, qué guapo. Ay, qué guapo. Ай, qué guapo. Ой, кошачий корм ты ешь. Так, мы опять взяли для наживки вот этот кусочек, желудок кальмара. Наши сытые кальмарчики. Готовим их к рису, паэлье. Кашу маслом не испортишь. Помните, как мама звала нас? Геннадий, домой! Кушать! Тебя мама так никогда не звала? Да. Можно еще немножко погуляю? Тут все ребята собрались. Все, рис готов. Настоялся. Паэлья, как хотите, называйте. Не знаю, как у вас, а у нас, у мужчин, вот закончил готовить, и все чистенько. Все. Так, за повара. Называется это пуава или как-то? Паэлья. Паэлья, да. С сепией и кальмарами. Ребята, нет слов. Не хочется торопиться, продлить это наслаждение на как можно дольшее время. Давай. Бой. За тренера тоже. Да? Вино или вода, непонятно. Вкусненько. Нет, в воде Легкое. это можно пить Да, я литрами. понял. Рис, я тебе как специалист скажу, получился аграно. То есть серединка тверденькая. Вкусно. Господа. Зачетно. Так кальмар бы не узнал, что мы его оценили. Спасибо морю, самое главное тоже, потому что море не каждому дает, а тебе вчера повезло. Тебе оно дало. Ты открылся морю своим терпением и получил то, что заслужил. Сейчас спою. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Часто простое кажется сложным. Но рис прекрасный. Даже с кальмаром. Мы все съедим сегодня. По-братски делим. Это, кстати, испанская традиция. Когда идут в ресторан, заказывают пиццу там на четверых, на двоих и все. Пиццу. Рис, паэлью. И обычно приносят такие большие порции, да? И получается, что ты 2 раза добавляешь себе. То есть вот как мы сейчас, да, мы одну порцию съели, сейчас вторую, да, что рис кушают. И, кстати, день, когда кушают рис, по японской традиции, это четверг обычно. Да, то есть каждый четверг в ресторане должен быть рис в меню. У нас был в Союзе рыбный день. А у нас рыбный день тоже четверг был, правда? Да, Ну да. Как он придал вкус моря. Какой вкусный. Птички поют. Мне сейчас интересно, будет ли это таким триггером, чтобы я стал рыбаком и попытаться этот вкус повторить. Ты вчера почувствовал так азарт, немножко удовольствие, что ты поймал?
какое-то удовлетворение. Тебе жалко стало, я понимаю. Нет, я только почувствовал, что сейчас Вадик будет удовлетворен, если я ему скажу, Вадик, иди вытаскивай. Этот пляж я заметил еще в прошлую поездку, когда один ездил по острову и искал интересные места для рыбалки. Он был на другой стороне Корфу, далеко от обычных туристических маршрутов. Небольшая речка впадала прямо в море. На песке лежали ракушки, кости сепии, следы морской жизни. Все это выглядело многообещающе. Мне тогда показалось, сюда надо вернуться уже со снастями. И вот теперь, после обеда, мы с Геной решили проверить это место по-настоящему. Сначала за наживкой в рыболовный магазин, а потом на пляж, где нас уже ждала новая карфуанская история. Как он называется? Тита. Тита. Раду. Ну, он разрезается обычно и ставится маленькие кусочки. То есть тут у нас на всю рыбалку хватит всего этого. Так а в чем они взять? Что, они пахнут как? Они пахнут сильно, наверное. For me, so really Yeah, don't worry. It's fun. It's fun though. Делай дырочку. Окей. Так, идем мы ловить на пляж дикий, здесь никого нет. После штормов, после лета, пустой, дикий. Впадение речки есть вот слева, не знаю, видно, не видно, да, вот оно, русло. И здесь мы станем и будем что-то пробовать ловить. Господи, какая красота! Так, все, мы на месте. Солнце зашло. И нам надо быстренько забрасывать самое место, самое время для дорады. Или для сибаса. Будем пробовать и то, и другое. Так, первое удилище мы забросим сразу на сибаса с кусочком кальмара. Мы, конечно, приехали чуть поздно, но сегодня пик активности 8, но на подъеме тоже прилива. Прям видно, как вода заливает, поэтому нам надо по-быстренькому, не сильно торопясь, но и не без промедления. Погода просто. Ветер, так как я люблю, не сильный, но идет. Море живое, дышит. Господи, какая прелесть. Если у нас сегодня не будет счастья, то счастье будет просто в процессе. Знаете мой принцип? Ты смотри, нет, сначала первое, второе колено, ну или можешь так. Главное, что совпадали. Он так далеко залазит? С другой стороны, наверное, нет? Нет. Если ты так глубоко залазит, значит что-то не то. Логично? Я не туда попал. Значит, ты не туда зашел. Не буду шутить на эту тему, я бы мог еще что-то сказать. Я тоже. Ребята, никогда не... У меня как, прямо как прицел, у тебя никогда не было. Ну да. Увидишь сейчас. Так, где наша волшебная наживка? Вот она. Вот она, вот она, вот она. О боже, какая прелесть, я бы ее сам съел. Так, это у нас наживка на сибаса. Первая пойдет, потому что здесь речка впадает, и он здесь может обитать. Она просто очень мягкая, знаешь, Ген, я хочу дать больше оборотов, чтобы придать форму. Все, давай в коробочку опять. И поехали. Крючок громаднейший. Отлично. Так. И вот она. Вот она, наше секретное оружие. Недалеко. Знаешь, мы отойдем от берега. Нам это абсолютно не мешает. 50 метров от берега. Сиба сходит прямо у кромки. Все, нам надо посмотреть. Если вот эта натяжка будет оставаться, супер. Видно, подошла какая-то рыба и подсасывает. Но нам надо, чтобы потянуло, чтобы мы подсекли. Так. Вижу, конечно.
Так, не уверенно, ладно, оставим пока. Так, другую удочку, третью. Не будем терять времени. Твоего фонарика надолго хватит? У меня 2 батареи, его на полночи хватает, он очень долго держит. Немецкое качество, Ген. Очень хорошая фирма. Ты занимайся, я смотрю. Да. И стань таким образом, чтобы ты видел обе. Fishing of Corfu. Есть. Ох, большой. Уходи, уходи, уходи. Это хороший. Оба-на! Мурина! Ой, зачем ты нам нужна? Ой, ты девочка такая. Ну как ты попала? Ай, боже мой. Ты знаешь, что это, да? Не знаю, я живу. Конечно, мы ее попробуем отпустить. Да, там такой крючок у тебя. Ой, боже мой, сколько адреналина, а? Проблема в том, что она заглатывает очень сильно. Ничего. Она кусается? Она, да. Она может цапнуть. И она закручивает, видишь, поводок. Ну, дорогая, ну зачем ты нам нужна была? Мы на Сибаса пришли. Ты попалась. Такая красивая роза. Съедобная? Конечно. Конечно, из нее очень вкусный суп, например. Но мы не сможем вытащить ее. Не сможем, она... Эта рыба заглатывает. А? Сейчас решаешь, отпускать или нет. А мы не сможем, она крючок заглотила, она не выживет. Когда он мерзли ее. Да. Ай, блин. Под самым ее ртом. Только аккуратненько, да, чтобы она... Да, чуть ниже. Ай. Не бойся, не бойся. Давай. Там же Да, не да, обрезай, все, нормально. Вот, блин. Пришли за одной рыбой, клюнула другая. Как мы говорим? Это рыбалка. Руки дрожат. Я думал, там такая лубина, сибас. А там мурена. Надо же, в песке мурена, вдоль берега. Что мы Я поставили? наступил только что. На нее? Может быть. Сзади. Ну, где она? Я же хожу в темноте. Ну, что ты? Не ругай меня. Puedes imaginar que en Tita Grande me picó un súper fuerte, el pescadito más pequeño que puedes pescar. Madre mía. Гена, ты видел это? Ты видел эту большую рыбу? Мама дорогая. Ты видел это? Ну что можно сделать? А? Она умрет. Нет, она будет жить. Иди ее отпусти. Давай. Она зацепилась за бок, она выживет. Собираю, Ген. Водорос? Да, это водоросли. Я прям думал, что... Да, да. Видишь, поднялась. И вот когда начинает подниматься эта фигня, видишь, активность спала, но появились водоросли. Ну, время идти домой.
Парвати-Бич находился почти рядом с домом, где мы расположились. Поэтому для короткой тренировки по серфкастингу это было самое удобное место. Пляж сам по себе не выглядит как главная открытка Корфу. Галька, длинный спуск, никаких особых чудес. Но вода здесь потрясающе чистая и заметно теплее, чем на многих других пляжах. Мы потом даже искупались. В феврале для меня это уже отдельный ход. Но рыбалка здесь непростая. На дне очень много посейдонии. И если не знать точные окна, снасть постоянно цепляется. Забросил чуть не туда, и уже борешься не с рыбой, а с травой. И еще одна особенность этого места – мелочь. Ее здесь очень много. Такая рыбацкая детская площадка. Поклевки есть, жизнь есть, но до серьезной рыбы надо еще добраться. В общем, идеальное место не для трофея, а для урока. Поэтому я и решил, сейчас будем учить Гену серфкастингу. Коры, давай. Пробуем ушицу. Это наша любимая, наша сладкая. Должна настояться, пока мы пойдем на рыбалку, получим Гену ловить рыбу серфкастингом и придем за тобой. Так, окей. Ты ее отцепил, вставил, закрыл, да, и потянул пальчиком наверх до конца. Смотри, ты поставил удочку и пошел. Одно колечко, другое колечко. Аккуратно, чтобы керамику не повредить. Получилось? Да. И все. Есть два типа грузил. Это на песке держится очень хорошо, но это имеет крылышки. Да, и эти крылышки, когда ты приподнял, он помогает приподняться. Зацепили и закрыли этот карабинчик. Мы сейчас мы поставим 0,20 тоненькую. Да? Вот, леску надо мочить слюной при завязывании узла. Лучше скользить, когда делаешь. Но... И когда обрезаем, обязательно оставляем пол сантиметра запас на то, что чуть вытянется. Узел подтянется. При науживании приманки используются вот эти вот спицы. Да? Поверь мне, это самый проверенный путь, тот, который уже прошли другие. Если ты хочешь что-то свое придумать, придумай, но главное, ты потратишь на это время. Вот. А это у меня была удочка сначала? Какая разница? Не, ну какую я разницу? Ты сделал это, да. Я ее буду забрасывать. Ты будешь забрасывать. Если не сильно перетяни, то вот тоже, знаешь, чтобы там кровообращение было. Все? Да, можешь, как ты потом. Опусти здесь. Здесь не надо тебе держать. Потянем грузило. Вот где-то на этом расстоянии. Все, я запоминал, да. На последнее кольцо. Вот так, да, правильно. Вот так, подошел, зацепил, да. Отлично, Гена, отлично. Просто великолепно. И тут же закрываешь и подматываешь немножко, чтобы поводок не опустился на грузило и не запутался. Чуть-чуть, смотри, здесь особенность, много очень водорослей. Поэтому чуть-чуть попробовал, что грузило легло на дно, буквально 10 сантиметров провел,
чувствую, что натягивается кончик, все, не тянуть по дну. Ты говоришь, катушка как должна быть натянута? Она должна быть закрыта. Закрыта. Ты должен запомнить, в каком натяжении находится кончик удила. Я запомнил. Да, потому что здесь рыбка такая маленькая, что любое изменение, значит, она уже там. Да, или была поклевка, и надо следить. Вторую ты тоже сейчас забросишь. Давай. Блин, очень длинный. Смотри, размах рук, это у меня, например, 1,80 м. Клюет уже? Да, уже клюет. Давай, идем. Лен, ты видел? Лен, ебанулся. Он задом и об бревно. А! Ничего страшного, там если проволочится немножко. Окей. Не страшно, не страшно, все нормально. О, супер! Оно! I love форфу! Смотри, 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 смотри. Видишь, она что-то там схватила. Малька. Здесь полная лодку рыба. Высоко втянулась, принцесса подкатывала лопатами. Вилла, лопатами рыбы прилегают. Как рецептом оставляю, солью его засыпают. Согласно, полный прицеп соли. И зимой приезжаю, кушаю воду и соленый. Стругать. Все, дело кушать, делаешь мне Давай. свою едичку. Обедать. Ну, пробует уху. Я уверен, что уха предел вкуса. Только могу подтвердить. Ты уверяй, доверяй, но проверяй. Давай. Первый раз мне хочется, не касаясь твоих блюд, первый раз не хочется не добавить ни перец, ни соль. Только вкус. Правда? Тарелочка вкуса. А о чем речь? Тарелочка вкуса. Бесподобно.